Друзья, приветствую вас на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Мы с Карлосом топаем в сторону землянки. Зима в этом году наступила неожиданно. Все уже думали, что в наших краях ни снега, ни льда мы и не увидим. Но в середине февраля начались морозы. И вот намерз неплохой ледок. Можно порыбачить. Правда, вот такой он весь порванный. В некоторых местах есть промоины. Довольно опасно ходить. Карлоса взял с собой, потому что зима как внезапно началась, так и быстро закончилась. Прошло 2 недели. А температура стала теплой. Уже плюсовая. Слякоть. Вода на льду. В общем, взял Карлоса побегать. Не так холодно, как предыдущий поход. В прошлом походе мы с Юрой привезли в землянку печку-буржуйку. Она замечательно себя показала. Хорошо отапливала землянку. Довольно долго горели дровишки в ней. В общем, все в ней хорошо. Единственное плохо, что ее могут украсть, если надолго оставлять в землянке. В принципе, сейчас по льду сюда можно добраться достаточно просто. Хотя погода такая, что лед продержится не очень долго. Ну как, сам-то лед большой, и рыбачить еще можно будет, ну, как минимум 2 недели. Смотря какая погода будет. Даже если будет очень тепло, то 2 недели лед простоит. Но лед начинает таять от берега. И в принципе в любой момент может отойти. А достаточно будет буквально метра, и на мотоцикле уже будет очень сложно на него заехать. Рыбаки, конечно, будут ставить какие-то бревна или в сапогах заходить. А когда лед будет уже на 10-20 метров от берега, могут заплывать на лодках. А льдина будет еще довольно толстая, и с нее можно будет рыбачить. В общем, идем мы с Карлосом за печкой. Потому как в ближайшее время, скорее всего, я не смогу навещать землянку. Все так же по причине проблем со здоровьем. Был я сегодня в больничке, и доктор мне сообщил, что, возможно, придется делать операцию и менять клапан на сердце. В общем, такая себе перспектива, не очень радужная. Вот. Поэтому после больницы я позвонил Юре, попросил съездить с ним, забрать печку, чтобы не оставлять надолго. Потому что ему самому тяжело ее из землянки грузить в мотоцикл и так далее. Вдвоем все-таки попроще. Поэтому налегке с чемоданчиком взял пару удочек, немного прикормки. Еще, думаю, успею порыбачить. Сейчас уже обед, даже скорее после обеда. Вот. А Юра, как оказалось, он уже был на рыбалке где-то в тех краях. Возможно, судака ищет, возможно, на плотву. В общем, договорились мы встретиться там возле землянки. Вот такие вот делишки. Да, многие в основном переживают и желают мне скорейшего выздоровления и так далее. Очень огромное количество добрых комментариев. Но есть и редкие комментарии в плане: да ты вечно больной, ну и в таком духе. Ну, к сожалению, моему так оно и есть. Тот этап жизни, когда я был вечно молодой, вечно пьяный, плавно переходит в вечно больной, но все еще сильно желающий выздороветь и немного попутешествовать, порыбачить. В общем, найду еще чем заняться. Так что, надеюсь, надо будет мне ехать на консультацию к кардиохирургу. Посмотрим, я не знаю, что он скажет. Я был полгода назад, пока он решил посмотреть, как на меня таблеточки подействуют. Ну, так себе пока не очень хорошо они действуют. В общем, видно будет, что он там скажет. Это надо будет поехать в город. В общем, неважно.
Осталось пару километров, но Юры пока не наблюдаю. Наверное, он уехал дальше в поисках судака. Вовремя мы на самый клев пришли. Ну да. О, Алексей, я думаю, где ж Алексей? Карлос, иди сюда, сейчас все перепутаешь. Иди. Иди. Карлос. А я не пойму, смотрю издалека, мотоцикла нету. Думаю, где ты катаешься, наверное, за судаком. А ты его запарковал в палатке там, спрятал в гараже. Я его туда поставил, Леш, потому что ветер дул отсюда, и палатку ложил. Я поставил, чтобы ветер сбивало. Я понял. Так, что у нас еще? Часок есть, да, светлый? Успеем порыбачить или? Да ну, в принципе, да, можно успеть порыбачить. А где клюет? Да, вообще, везде клюет. Да видишь, мелочь, мелкая. У меня Найку пойдет. А? Найку пойдет и Тёме. Ну так садись, лови, где тебе нравится. Во сколько я приехал, не знаю, часов 2, наверное, в час, может быть, блин, 2 приехал. Вот что значит вечно голодный. Вышкрябывают прикормку. Давай, Ну шкрябь. Ты ж не кормишь, наверное, его. Он только, знаешь, сколько навернул? 2 кучи оставил, вот это пузо чуть-чуть поменьше стало. Опа. Мелкая, нормальная плотвичка. Ну не сравнить то, что мы с тобой тогда ловили первый раз, когда на лед приехали сюда в землянке. Тогда была, да, плотва. А сейчас вообще, смотри, какая мелочь. И там, везде. Да, по первому льду крупная, конечно, была. Была вообще, вон одна у меня попалась, такая крупная плотва, а так одна вот такая вот мелочевка. Ну как мелочевка? Ну, мелкая плотва. Пойдем, Карлос, отведу тебя в землянку. Там, может, тебе консерва будет какая-то. Погреешься. Пошли. Так, ящик оставлю. Все, бери. Пошли. Пойдем. Фух, запах дыма такой. Вроде как последняя ночевка здесь была. Все нормально, ничего у нас не горело. Видимо, с того раза, когда бревно тлело, остался дым такой, как в коптильне. Так, Карлос не особо хочет отдыхать. Карлос отказался сидеть в землянке. Хочется ему побегать, давно он не был в лесу. Побежал по своим делам. А я сейчас сяду на лунке, попробую половить плотвы немного. Да, я смотрю, у тебя продолжает клевать, как из пулемета. Так, а где открытая лунка, чтобы не сверлить? Вот это открытая, сюда можно сесть? Да. Карлос, текай. О, прямо на глазах поклевки. Опа. Сейчас и я тут попробую. Карлос, иди, побегай. Не захотел в землянке оставаться?
Уйди, не надо мотыля. Ты там ее прочисть только, а то я туда просто эту самую лунку эту опустил. Кормушку там прикольно. Давай, иди. Я вообще-то думал, что ты это самое придешь через лес. Думаю, по лесу может удобнее тебе будет идти. Да ну, когда как. Сейчас вроде неплохая дорога по льду. Ну сейчас туда. Ну там все равно вот это вот снег и по над берегом идти. Возьми буру, разбери. Подмёрзла. Шумит. Найку свежие рыбки. Что-то у него, кто подрался, глаз подбили ему. Долго затекал, только глаз прошел. Теперь щека опухла. Карлос, отстань от рыбы. Иди отсюда. Смотри, уже перестала клевать. Как флюс, тебе что-то такое надуло. Ну так вроде все, бодрый, ест, все хорошо. Клевала. Перестала. Иди в землянку, Карлос. Так, а ты кормил в эту лунку, да? Ну, там я ж так всегда делаю, кормлю в эту, а ловлю на той. Всегда клюет намного лучше там. Я ж тебе поэтому говорю. Ну она сейчас, вот видишь, вообще что-то перестала клевать. Поплавок далеко не видно. У меня что-то. Да, здесь может и обратка быть, а может и обычная. Я ж там в этой самой в палатке опускал камеру, смотрел камеру. И ты знаешь, вот пришел, сразу начал клевать, начал, я камеру опустил, посмотрел, там еще несколько было поклевок, и хлоп, и все. И вот, казалось бы, она вроде бы камеры не боится, но она не подходит, все. Она вот так держится вокруг, это самое, иногда. Все, сюда пришел, раз здесь начала клевать все. А туда вот опять иду, вот она как она ушла оттуда, и она боится туда, видать, подходить. Вот время пройдет, тогда только она там начнет клевать. Что она тут крутит, что она тут мутит. Надо. Ну, конечно, тут тоже такое, что... Что-то здесь рыбка перестала клевать. Попробую на тех лунках. Опа, я. Здесь поклевывает. Тут на наших лунках прекратился клев. Юра побегал там ближе к берегу, нашел плотвичку. И я тоже следом по его лункам тоже пробежался. Там 2, там 3, там 5. И так уже чуть больше десятка их поймал. В общем, Ну, да. котам хватит свежачка. В морозилке еще есть, запасы им. Вот, будем собираться, потому что скоро будет темнеть. Сейчас пойдем заберем печку, будем грузиться. Юра поближе подъедет к берегу.
Юра приподнял амортизаторы, чтобы были пожестче. Теперь можно грузить печку и Карлоса. Ты помнишь, как мы ее ставили? Как поставили, сейчас поставили. А ты на судака сегодня тоже ездил? Нет, удочки. Я сюда не ездил. Смотри, дергалка лежит. Все, упаковались. Остался главный груз еще. Карлсончика надо как-то на руки будет усадить. Или побежишь, будешь греться. Надо было его в ящик. В ящик не поместится. Карлос, запрыгивай. Опа. Как трое в лодке, не считая собаки, только двое на мотоцикле, не считая Карлоса. Ну все, поминайте лихом. Думаю, скоро увидимся. Всем пока-пока.